Дорогие друзья, присоединяйтесь. Сегодня мы с вами будем вязать нежнейший, потрясающий мотив. Крючок 1,4. Пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров в 50 граммах. Вы можете взять буквально любую пряжу, любой цвет и подобрать крючок. Присоединяйтесь. Начинаем выполнение нашего мотива. 7 воздушных петель, замкнутых в кольцо. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку, выполняю соединительную. Мое колечко готово, и я могу приступить к выполнению первого ряда. Я выполняю 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом. И далее выполняю арочку из 5. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И в колечко провязываю 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Далее арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. И опять 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. И опять точно так же 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Далее арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И теперь мы выполняем очень внимательно 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Далее я ввожу крючок в 1, 2, в третью воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. И мой первый круговой ряд завершен. Мы с вами можем приступить к выполнению второго ряда. Мы продолжаем нашу работу. Под арочку я выполняю соединительную и приступаю к выполнению второго ряда. 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом. Под арку провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. И выполняю опять же 4 столбика с накидом. Точно так же, как и мы в предыдущем ряду выполняли. 4 столбика с накидом провязываем ровно под арочку. Выполнили. Далее мы провязываем 3 воздушные. И под арочку 4 столбика с накидом. Я немножко быстрее буду выполнять. 2. Ничего сложного здесь нету. 3, 4. Арочка из 5 у нас с вами дальше идет. 1, 2, 3, 4, 5. И опять 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Далее арочка из 3 и под арочку 4 столбика. Я выполню 1 столбик, далее вы будете выполнять самостоятельно. Мы с вами завершаем выполнение второго ряда. Я ввожу крючок в третью воздушную петелечку, выполняю соединительную. Мой второй ряд завершен, и я могу приступить к выполнению третьего ряда. Для этого я соединительными, смотрите, вот именно в вершинку ввожу крючок, выполняю соединительную. 1, 2,
3 и под арочку 4. Вот я перехожу к началу ряда и приступаю к выполнению нашего третьего ряда. 3 воздушные петли подъема, 3 столбика с накидом под арку. Ничего сложного. Далее арочка из 5, раз, 2, 3, 4, 5. И опять 4 столбика с накидом под эту же арку. Раз, 2, 3 и 4. Выполнили. Далее я выполняю 2 воздушные и над второй воздушной выполняю пико из 3 воздушных. Раз, 2, 3. Ввожу крючок 1, 2, 3 в 4 петлю от крючка, и обратите внимание, я захватываю 2 нити, тогда моя петля не вытягивается сильно, и выполняю соединительную. Мое пико над воздушной готово. Далее воздушная, 2 накида на крючок, и под арочку из 3 я выполняю столбик с 2 накидами. Вот таким образом. Далее арочка из 3 у нас идет воздушных и столбик с 2 накидами под эту же арку, куда мы только что провязывали наш столбик с 2 накидами. Далее точно так же выполняем воздушных 2 и пико над нашей воздушной. 3 воздушные, 1, 2, 3 в 4, опять же 2 нити, помним, да, захватываем, соединительная, воздушная, накид, и теперь под арку я провязываю 4 столбика с накидом, 1, 2, 3, 4, арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5 и 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. И так мы вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение третьего ряда. Я ввожу крючок в 3 воздушную и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению следующего 4-го ряда. Опять же перехожу к началу, точно так же, как мы выполняли с вами ранее, за счет соединительных. 1, 2, 3 и 4. Выполнили. Далее я выполняю точно так же, как в предыдущем ряду, то есть 3 воздушные петли подъема, 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. И опять же 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Выполнили. Далее мы с вами вяжем арочку из 3. И далее мы с вами выполняем 6 столбиков с 2 накидами, чередуя их с 1 воздушной петлей. Выполняем первый столбик с 2 накидами и воздушная, второй и воздушная, третий и воздушная, четвертый и воздушная. Далее 5 и воздушная. И последний 6 столбик с 2 накидами. Выполнили.
И далее мы с вами продолжаем нашу работу, выполняем точно такую же арочку из 3 воздушных петель. Раз, два, три. Далее у нас с вами 4 столбика с накидом, и мы продолжаем выполнять так наш узор до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего 4-го ряда. Вот такая красота у нас получается. Я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. 4-й ряд завершен, и я могу приступить к выполнению 5-го ряда. Для этого опять же я перехожу к началу ряда за счет соединительных и считаем 1, 2, 3 и 4 под арку. И начинаю выполнение 5-го ряда с 3 воздушных петель подъема. И как и в предыдущем ряду мы с вами провязываем 3 столбика с накидом. Далее арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5. Далее опять 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Далее мы выполняем арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Между столбиками под одну воздушную ввожу крючок, столбик без накида. Арочка из 3, столбик без накида. Арочка из 3, столбик без накида. Арочка из 3 и под следующую воздушную столбик без накида. И 1, 2, 3, арочка из 3, столбик без накида. Всего мы выполнили 4 арочки и продолжаем работу. Выполняем 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И под арку 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Арочка из 5 и так далее. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение 5-го ряда, и после арочки из 5 я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема, соединительная, подтягиваю и буду соединительными вот таким образом переходить к началу выполнения следующего 6-го ряда. Под арочку ввожу крючок и выполняю соединительную. Далее 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом. И под арочку провязываю 3 столбика с накидом. Далее очень внимательно. У меня идет арочка из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 накид. И под арочку я провязываю 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 и 4. Выполнили. Далее продолжаем работу. Я выполняю арочку из 8 воздушных петель. Выполняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнили. Далее ввожу крючок под арочку, выполняю столбик без накида. Далее арочки из 3 и под арочку столбик без накида опять. 3 столбик без накида. Ну, то есть здесь мы по узору выполняем с вами арочки из 3 воздушных
и фиксируем или закрепляем столбиком без накида. Выполнили. Далее у нас опять арочка из 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Накид. И под арочку я выполняю столбики с накидом. 4 столбика с накидом. И далее арочка из 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И опять 4 столбика с накидом. Раз. Я немножко быстрее выполняю. Здесь мы с вами все повторяем. 3, 4. 4 столбика с накидом выполнили. И далее опять арочка из 8 и так далее. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Завершу выполнение 6-го ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение 6-го ряда. После арочки из 8 воздушных я ввожу крючок и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И мы приступаем к выполнению следующего, 7-го ряда. Для этого я соединительными, как и ранее, ввожу крючок и вершинку столбика выполняю первую соединительную, вторую и следующую вершинку третью. Перехожу к началу ряда. Далее под арочкой выполняю еще одну соединительную. И теперь очень внимательно. Мы с вами выполняем 4 воздушные петли подъема. Раз, два, три, 4. Они у меня заменяют один столбик с 2 накидами. Далее я выполняю воздушную и 2 накида на крючок, под арочку провязываю столбик с 2 накидами. Далее воздушная и под арочку столбик с 2 накидами. Всего я должна выполнить 7 таких столбиков. И не забываем между ними чередовать воздушные. Вот таким образом. Далее вы выполняете самостоятельно столбики. Напоминаю, их должно быть 7 штук. Мы с вами продолжаем выполнение нашего 7-го ряда. И я выполнила, обращаю внимание, 7 столбиков с 2 накидами. 8-й столбик у меня заменяют петли подъема. Продолжаем работу. И я выполняю арочку из 2 воздушных. Раз, два. Далее накид на крючок. И вот смотрите, под арочку я провязываю 4 столбика с накидом. Раз, два, 3 и 4. Выполнили. Далее я выполняю арочку из 7. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных выполнили. Под арочку из 3 ввожу крючок, столбик без накида. Далее 1, 2, 3, столбик без накида. 1, 2, 3, столбик без накида. Далее арочка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. И теперь под арочку предыдущего ряда я выполняю 4 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3 и 4. Выполнили. Далее, как и здесь, мы выполняем 2 воздушные, 2 накида на крючок и под арочку выполняем столбики с 2 накидами, 8 штук. Между ними выполняем 1 воздушную и считаем. Первый готов, я буду быстрее выполнять. Второй,
третий, четвертый, пятый, шестой. Не забываем воздушную, да, выполнять. Седьмой воздушная и последний восьмой. Я выполнила. Далее 2 воздушные и 4 столбика с накидом. Под арочку. Раз, два, три и 4. И так вы выполняете. Далее у нас арочка из 7. Так вы вяжете до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего 7-го ряда. Я выполнила 2 воздушные. Очень внимательно ввожу крючок 1, 2, 3 в 4-ю воздушную петелечку подъема. Выполняю соединительную. Мой 7-й ряд завершен. И вот уже хорошо видно, такой нежный, красивый мотив у нас с вами получается. Мотив очень красивый. Просто единственное, внимательно нужно повторять, а вяжется он очень просто. И приступаем к выполнению мы следующего 8-го ряда. Для этого я выполняю 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с одним накидом. Далее накид и очень внимательно ввожу крючок в эту же петлю, выполняю столбик с накидом. Выполнили. Далее я выполняю воздушную. Далее выполняю, смотрите, 1, 2, 3 воздушные. Это у меня будет пико. Ввожу крючок в эту первую воздушную или в 4-ю петлю от крючка. 1, 2, 3, 4. Захватываю и выполняю соединительную. Далее выполняю еще одну воздушную. Накид. Ввожу крючок в вершинку столбика предыдущего ряда и выполняю столбик с накидом. Давайте еще раз повторим. Воздушная. 1, 2, 3. Ввожу крючок. Соединительная. Воздушная. Накид. И вершинку столбика. Столбик с накидом выполняем. Воздушная. 1, 2, 3. В 4-ю петлю от крючка или в 1-ю от нашего столбика выполняем соединительную. Вот такой у нас пико с вами красивое, аккуратное получается из 3 воздушных. Далее воздушная, накид и столбик с накидом. Так мы выполняем до конца нашего вот этого элемента. Я буду выполнять с вами, но немножко просто быстрее. 1, 2, 3, 4. Соединительная, воздушная и столбик с накидом. 1, 2, 3, 4. Соединительная, воздушная и столбик с накидом. 1, 2, 3, 4. Соединительная, воздушная и столбик с накидом. И еще раз. 1, 2, 3, 4. Соединительная, воздушная. И смотрите, в последний столбик мы с вами выполняем 2 столбика с накидом. 1 и 2 в эту же вершинку. 2 столбика с накидом с общим основанием и разными вершинками выполнили. Вот такая красота у нас с вами получается, видите, да? Ажурно, нежно, красиво. И мы продолжаем работу. Далее мы выполняем 3 воздушные. 1, 2, 3. Накид. И под арочку выполняем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Далее
я выполняю арочку из 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Под арочку ввожу крючок, столбик без накида. 1, 2, 3, под арочку, столбик без накида. И опять 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных, накид. И под арочку предыдущего ряда 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Далее, как и с этой стороны, мы выполняем 3 воздушные. 1, 2, 3, накид. И помним, мы в первую вершинку провязываем, в первую и в последнюю, 2 столбика с накидом, с общим основанием и разными вершинками. Выполнили. И я начну выполнение воздушное. 1, 2, 3, 4. Ну, то есть воздушные и пико начну выполнение, да, вы уже продолжите самостоятельно. Столбик с накидом и так далее. То есть мы так выполняем с вами точно так же, как выполняли с этой стороны. Вот видите. Так мы вяжем наш ряд до конца. Это у нас с вами 8-й ряд. И завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение 8-го ряда. Очень нежный у нас с вами красивый мотив получается. И после того, как я выполнила арочку из 3 воздушных, я завершаю выполнение ряда соединительное. 1, 2, 3, в 3-ю воздушную петелечку подъема. Выполняю соединительную и подтягиваю. И я могу приступить к выполнению следующего 9-го ряда. Очень внимательно я выполняю 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. 5 петель подъема у меня заменяют столбик с 3 накидами. Далее выполняю столбик с 3 накидами, 3 накида на крючок, и в следующую вершинку я выполняю столбик с 3 накидами. Выполнила. Далее я выполняю 2 воздушные и выполняю пико из 3 воздушных. 1, 2, 3. Ввожу крючок 1, 2, 3 в 4-ю петлю от крючка. И как и ранее, ввожу крючок, выполняю соединительную. Мое пико из 3 воздушных готово. Далее опять 2 воздушные, очень внимательно. 3 накида на крючок. И в вершинку столбика выполняю столбик с 3 накидами. Выполнили. Здесь нужно быть очень внимательным. Мы с вами сейчас посмотрим. Выполняем еще раз наши. То есть вот смотрите, 5 воздушных, в 4-ю ввожу крючок соединительная, 2 воздушные и еще один столбик с 3 накидами в нашу вершинку в предыдущем ряду. И вот теперь смотрите, почему нужно быть внимательными. Мы выполнили 2 столбика с 3 накидами. Далее мы будем выполнять 2 столбика с общим основанием. Мы сначала выполняем 2 воздушные, опять пико из 3, ввожу крючок в 4-ю петлю, 2 воздушные. И теперь смотрите, 3 накида на крючок. Я ввожу крючок в вершинку, выполняю столбик с 3 накидами. Далее выполняю точно так же, как и ранее. 1, 2, 1, 2, 3, или всего 5, да, воздушных, в 4-ю соединительная, 1, 2. И теперь смотрите, столбик с 3 накидами я выполняю в эту же вершинку. То есть, как я и сказала, мы выполняем 2 столбика с 3 накидами с общим основанием и разными вершинками. Выполнили.
Далее в следующую вершинку мы выполняем точно так же. Сначала мы выполняем раз, два, 3, выполняем пико, 2 воздушные, и теперь 3 накида в вершинку. Я провязываю столбик с 3 накидами. Далее выполняю точно так же раз, два, 3, пико, 2 воздушные, и теперь столбик с 3 накидами я провязываю в эту же вершинку, то есть столбики с общим основанием и разными вершинками. Вот таким образом мы с вами выполняем наш ряд. Далее продолжаем работу и опять же выполняем раз, два, 3, соединительная, 2 воздушные, 3 накида, выполняем столбик с 3 накидами, далее 2 воздушные, 2, 3, соединительная, 2 воздушные, 3 накида, и этот столбик выполняем в следующую вершинку. Очень внимательно. Далее опять раз, два, 3, соединительная, 2 воздушные, и теперь смотрите, 3 накида, я выполняю первый столбик с 3 накидами и второй столбик с 3 накидами. Вот таким образом я остановлюсь, и мы смотрим, что у нас получилось. Вот видите, у нас получилось 2 столбика мы провязываем ровно, далее 2 раза провязываем с общим основанием, опять 2 ровно, и так мы выполняем наш вот такой уголочек красивый, нежный. Далее продолжаем работу, и мы выполняем с вами 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, выполнили накид, и под арочку я провязываю 4 столбика с накидом 1, 2, 3, 4, выполнили. Далее мы выполняем арочку очень внимательно из 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида под арочку из 3, и далее повторяем, то есть опять же 1, 2, 3, 4, 5, накид, под арочку 4 столбика с накидом, немножко быстрее буду выполнять, 1, 2, 3, 4, далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, арочка из 4, 3 накида, и все повторяем, как выполняли ранее. В первый столбик я провязываю столбик с 3 накидами, далее во вторую вершинку провязываю столбик с 3 накидами, 2 воздушные, далее еще 3 воздушные, от нашего пико в 4-ю ввожу крючок соединительная, 2 воздушные, столбик с 3 накидами, вершинку и так далее. Далее у нас с вами все повторяется. Я останавливаюсь, смотрим, что у нас получилось. Вот видите, такой ажурный нежный ряд у нас с вами будет.
И так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение 9 ряда. После арочки я ввожу крючок мою пятую, вот смотрите, раз, два, три, четыре, пятую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную и подтягиваю. Мой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению 10 ряда моего мотива. Вот такой нежный, красивый получается у нас с вами мотив. Начинаю я выполнение с 3 воздушных петель подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом. И далее столбик с накидом в следующую вершинку. Далее я выполняю точно такой же прием, то есть 2 воздушные. Далее пико из 3 воздушных, 3 воздушные, ввожу крючок в 4 петлю от крючка, соединительную, 2 воздушные и вершинку столбика предыдущего ряда выполняю столбик с накидом. Вот таким образом. И так я выполняю до конца моего уголка. Раз, два, три, в 4 соединительная, раз, два и столбик с накидом. Ничего сложного, мы с вами вот таким образом провязываем наш, можно сказать, уголок, да, то есть вот этот наш элемент. Захватили за одну полупетлю, она вытянулась, хорошо видно, мы перевязываем. Вот таким образом мы с вами выполняем до конца. Еще одну выполню, еще одну пико, еще один прием, столбик с накидом и так далее. Вы выполняете самостоятельно до конца моего уголка, вот здесь, то есть до конца вот этого веерочка нашего красивого. Мы выполнили все наши пико, и теперь смотрите, я выполняю накид на крючок и провязываю первый столбик с накидом и в следующую вершинку второй, вот таким образом. Далее я выполняю арочку из 6 воздушных. Раз, два, три, 4, 5, 6. Накид. И под арку выполняю 4 столбика с накидом. Раз, два, три, 4. Далее я выполняю 3 воздушные, накид, и под арочку выполняю опять 4 столбика с накидом. Раз, два, три и 4. Далее у меня опять идет арочка из 6, то есть точно так же начинаю выполнять, как с этой стороны у нас. Раз, два, три, 4, 5, 6. Далее накид, 2 столбика с накидом. И продолжаем выполнение. 2 воздушные, пико из 3 воздушных, соединительная, 2 воздушные, столбик с накидом и так далее. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего 10-го ряда. И вот я хочу показать очень нежный, красивый, достаточно большой
мотив у нас с вами получается. И мы с вами приступаем к выполнению следующего 11 ряда. 11 ряд у нас с вами последний. И приступим к выполнению нашего ряда. Смотрите, после того, как я выполнила арочку из 6 воздушных, я ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Далее приступаю к выполнению 11 ряда. Очень внимательно. Я выполняю 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют незавершенный столбик с 2 накидами. 2 накида на крючок, ввожу крючок в вершинку следующего столбика и выполняю столбик с 2 накидами. Далее я выполняю арочку из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Далее 2 накида на крючок. Ввожу крючок в вершинку в следующую, столбик с 2 накидами. Опять арочка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И я выполняю столбик с 3 накидами. 3 накида на крючок. Ввожу крючок в вершинку следующего столбика. И выполняю столбик с 3 накидами. Далее опять арочка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 накида на крючок. В вершинку столбика ввожу крючок и провязываю. Далее опять арочка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее я выполняю очень внимательно 4 накида на крючок и в вершинку предыдущего столбика в предыдущем ряду выполняю столбик с 4 накидами. Далее очень внимательно я выполняю 5 воздушных петель. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. 3 накида на крючок далее выполняю и ввожу крючок, смотрите, как будто мы пико с вами выполняем, то есть захватываю 2 нити столбика вот таким образом и провязываю первый незавершенный столбик с 3 накидами и далее второй незавершенный столбик с 3 накидами вот таким образом. Далее общая вершинка. Далее пико из 5. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. Ввожу крючок, захватываю все 3 петли от вершинок и выполняю соединительную. Далее опять я выполняю 1, 2, 3, 4, 5. 3 накида на крючок и ввожу крючок. Опять же захватываю все 3 нити. Первый незавершенный столбик с 3 накидами и второй незавершенный столбик с 3 накидами и общая вершинка. Далее 3 накида на крючок, прошу прощения, 4 накида на крючок, то есть мы выполняем точно такой же столбик, и я ввожу крючок в вершинку и выполняю столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. И теперь я останавливаюсь и мы смотрим, что у нас получилось. Вот такой у нас уголочек сформировался. Видите, вот так. И будет красиво и аккуратно смотреться при соединении наших мотивов. Когда мы будем соединять, будет формироваться такой цветочек нежный. И далее мы продолжаем и выполняем все точно так же, как и с этой стороны. То есть выполняем арочку из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Давайте пересчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, 7 не провязалась. 7. Далее столбик с 3 накидами. Выполняем 1, 2, 3 и 2 вместе. Еще одна арочка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еще один столбик с 3 накидами. Выполняем. Немножко быстрее буду выполнять. Мы с вами все это уже выполняли. Далее арочка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И далее мы с вами выполняем столбик с 2 накидами. Арочка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь 2 столбика с 2 накидами, с общей вершинкой и разными основаниями. То есть мы выполняем первый незавершенный столбик с 2 накидами, 2 накида, второй незавершенный столбик с 2 накидами, общая вершинка. И вот видите, давайте я положу аккуратненько, и мы посмотрим. Вот такой уголок у нас с вами сформировался. Очень нежно, красиво, аккуратно смотрится. И далее мы с вами продолжаем. У нас с вами будет арочка, очень внимательно, из 13 воздушных петель. Выполняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Выполнили арочку из 13 воздушных. Далее накид. И теперь смотрите, я провязываю под арочку из 3 воздушных. Я провязываю 2 столбика с накидом. 1 и 2. Далее выполняю пико. 1, 2, 3 из 3 воздушных над нашим этим столбиком. Вот таким образом. И далее провязываю еще 2 столбика с накидом. 1 и 2. Вот таким образом мы продолжаем. Опять выполняем точно такую же арочку из 13 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2 накида. И провязываем 2 столбика с 2 накидами, с общей вершинкой и разным основанием. Выполнили. Вот таким образом. Далее опять арочка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик с 2 накидами. И мы далее выполняем все точно так же, как мы с вами выполняли только что. Смотрите, так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. И завершу выполнение ряда я вместе с вами. Вот так красиво и аккуратно у нас с вами получается. Очень нежненько. Я завершаю выполнение нашего последнего ряда мотива. После того, как выполнила арочку, я ввожу крючок в вершинку очень внимательно. Вот смотрите, столбика, выполняю соединительную, подтягиваю. Далее выполняю воздушную, ниточку обрезаю и хорошо-хорошо подтягиваю. И мы с вами сейчас посмотрим, какой красивый ажурный мотив у нас с вами получился. Мы с вами завершили выполнение нашего мотива. Вот такая красота у нас получилась. Очень красивый мотив, достаточно большой. Я сразу хочу размеры показать. Скажу сразу, что размеры вообще мотива, если вы будете соединять в полотно мотивы последним рядом вязания, то вам нужно будет уже после соединения измерять. Ну, я так вот, скажем, вот без соединения пока покажу просто величину, да, где-то 23 сантиметра будет после соединения арочки у нас с вами
присоединяться. Вот видите, то есть мотив достаточно такой крупный. Естественно, из вашей пряжи он будет или больше, или меньше. Плюс ваша плотность, конечно, даст немножко другой результат. Но визуально мотив очень красивый, нежный, и даже можно просто сделать его в качестве салфетки. А мы с вами сейчас рассмотрим, как соединить такие мотивы последним рядом вязания нашего мотива. Мы начинаем присоединение наших мотивов. Это у нас с вами готовый мотив. И вот мотив, в котором частично уже выполнен последний ряд. Видите? То есть я выполнила уже частично. И вот одну сторону я буду выполнять по узору, и при этом буду выполнять присоединение. Я выполнила столбики с общей вершинкой. Вот на углу, видите? Далее, смотрите, у меня идет арочка из 5 воздушных. Мы выполняем с вами 2 воздушные петли. Далее, третью петлю я заменяю на столбик без накида. Беру мою арочку из 5, ввожу крючок прямо в центр и выполняю столбик без накида. Вот таким образом. Далее 2 воздушные. То есть продолжаю выполнение моего пико, да, из 5. Одну воздушную я заменила на столбик без накида. Далее возвращаюсь к своему мотиву, выполняю все по узору. Соединительная. Далее я выполняю 1, 2, 3, 4, 5, 3 накида. Выполняю 2 столбика незавершенных с 3 накидами. И далее общая вершинка у них. Ну, то есть мы с вами это все выполняли. И общая вершинка. Далее 1, 2, 3, 4. И я ввожу крючок в вершинку столбика. То есть я продолжаю выполнение моего мотива по узору. Столбик с 4 накидами. Далее, смотрите, у нас с вами, я вот так показываю, вот мы с вами выполнили наше присоединение. И далее у нас с вами идут арочки. 1, 2, 3, 4 арочки из 7 воздушных. Здесь присоединение будет выполняться одинаково за счет столбика без накида. Вот таким образом. То есть мы арочку нашу выполняем 3 воздушные. Далее 4-ю воздушную я заменяю на столбик без накида. Обязательно с изнаночной стороны мы всегда вводим крючок. Я выполняю столбик без накида. Далее выполняю 3 воздушные. И возвращаюсь, точнее, к выполнению моего мотива. 3 накида на крючок. И по узору у меня с вами идет столбик с 3 накидами. Вот таким образом. Далее опять 3 воздушные. Столбик без накида под арочку. 3 воздушные. Столбик с 3 накидами. И мы, видите, выполняем последний ряд нашего мотива и при этом выполняем присоединение. Опять 3 воздушные. Под следующую арочку я ввожу крючок, столбик без накида, 3 воздушные. И теперь столбик с 2 накидами у меня так с вами идет по узору. Вот таким образом. И еще раз 3 воздушные, столбик без накида, 3 воздушные. И теперь по узору у меня идет 2 столбика с 2 накидами с общей вершинкой.
и разными основаниями. Вот таким образом. И общая вершинка. Выполнили. И теперь я аккуратненько покажу вам, что у нас получилось. Вот смотрите наше присоединение. Видите? Вот такое присоединение. Достаточно просто выполняется. И далее у нас с вами идет арочка из 13 воздушных. И теперь смотрите, очень внимательно. Я выполняю 3 воздушные петли. Вот таким образом. 1, 2, 3. Далее выполняю столбик без накида, который у меня заменяет одну петлю. И теперь смотрите, у нас с вами арочка из 13. Мы с вами выполнили 3 петли и 1, да, столбик. Это получается 4 петли. 13 минус 4. У нас с вами остается 9 петель. И мы с вами выполняем арочку из 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выполнили накид. И я продолжаю выполнение моего мотива. Выполняю 2 столбика по узору. Далее выполняю пико из 3 воздушных. Вот таким образом. И далее выполняю 2 столбика опять с накидом. И опять же, как и в этой арочке, только теперь мы выполняем 9 воздушных, ну точнее арочку из 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Давайте проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да. И теперь опять же, вот я показываю медленно. Вот наши, видите, соединение. И мы переходим на эту сторону уже. Она точно такая же, как и только что мы с вами выполняли, только в обратном порядке. Да, мы будем выполнять. Я выполняю столбик без накида под арочку. Далее 1, 2, 3. И 2 накида, ввожу крючок, выполняю 2 столбика с общей вершинкой. 1 и 2. И общая вершинка. Далее вы продолжите соединение самостоятельно по такому же принципу, как мы с вами выполняли только что. То есть вот такое же соединение за счет наших арочек вы будете выполнять с этой стороны. И здесь опять же точно так же, как мы с вами только что выполняли. Вот здесь, да. Давайте выполним самостоятельно и посмотрим, что у нас с вами получилось. Я завершила присоединение наших мотивов. И помним, да, мы с вами выполняли последний ряд вязания нашего мотива. То есть последний ряд мы выполняли по узору. И вот я завершила выполнение мотива. И осталось ниточку обрезать. Вот такая красота у нас получается. Вы можете соединить любое количество мотивов в единое полотно. Полотно получится красивое, нежное и ажурное. Мы с вами научились вязать нежнейший красивый мотив. Также узнали, как соединить наши мотивы в единое полотно последним рядом вязания. Вот такое нежнейшее красивое полотно у нас уже получается. Давайте посмотрим величину нашего мотива. Я вот 24 сантиметра. Вот хорошо видно. Величина мотива 24 сантиметра. Естественно, с вашей пряжи, с вашей плотностью величина мотива будет совершенно другой. Рекомендую всегда, если вы будете создавать полотно для изделия,
что мотив уже измерять после того, как вы ввязали его в полотно, то есть выполнили хотя бы 2-3 мотива. Тогда, ну, скажем так, расчеты более правильные будут, более точные, можно так сказать. И вот нежнейшее полотно получается. Можно использовать буквально для любого изделия. Обязательно пишите в комментариях, где вы планируете использовать такую нежность. Я еще не решила, но планирую или кардиган сделать, или такую тунику, может быть. Ну, что-то обязательно сделаю. Мне очень нравятся эти мотивы. Они такие нежные получаются, ажурные, очень-очень красивые. Давайте вот еще так покажу, чтобы вам хорошо видно было. Видите, вот очень интересное соединение, достаточно простое, да, у нас с вами получилось. Прекрасно будет этот мотив смотреться буквально из пряжи любого цвета. Ну и, конечно же, не только с хлопка, можно из полушерсти делать, точнее вязать, да, такие мотивы и так далее. До новых встреч, творческих вам успехов и обязательно пишите, что у вас получилось.